Эмма и Джонатан прожили вместе почти 40 лет. Их дом стоял на окраине Салема, рядом с лесистой тропой. Небольшой, деревянный, с облупившейся краской и запущенным палисадником, где Эмма выращивала флоксы и шалфей. Жили они тихо, почти незаметно для остальных, без ссор, без суеты. Люди в округе знали их как сдержанную, немного отстраненную пару. Но была у Джонатана одна странность, о которой знали даже соседи: он никому не позволял заходить в старый гараж позади дома. Обшарпанное здание с проржавевшей крышей и мхом на стенах казалось давно забытым. Просто хлам и инструменты, обычно отмахивался он, если Эмма интересовалась. Иногда она слышала, как он подолгу возится внутри, шорох бумаги, поскрипывание досок, приглушенный голос. Но каждый раз, когда она приближалась, дверь была заперта изнутри, а звуки прекращались. Когда Джонатан внезапно умер во сне от сердечного приступа, Эмма осталась в доме одна. После похорон, прошедших в маленькой лютеранской церкви, к ней подходили соседи с поддержкой, но она словно не слышала их. Дом стал эхом, каждый предмет напоминал о нем. И за окном все так же стоял запертый гараж. Через несколько недель, в один из серых осенних вечеров, она решилась. Дрожащими руками перебрала связку старых ключей и открыла дверь. Скрип, запах пыли и бумаги. Внутри все было иначе, чем она ожидала. На стенах десятки фотографий, почти все с ней, в саду, на кухне, на берегу озера в молодости. На столе кожаный альбом, поверх которого лежал засушенный цветок шалфея. Внутри письма, ежедневные записи, признания, сожаления, воспоминания. Он писал для нее, о ней, каждый день, годами. Сердце жалось. Все, что не было сказано, все, что казалось молчанием, оказалось любовью. Эмма не плакала. В ней впервые появилась легкость, как после долгой грозы. С тех пор гараж перестал быть тайной. Эмма убрала пыль, развесила фотографии, положила дневники под стекло. Над столом повесила табличку «Больше, чем слова». Люди начали приходить. Кто-то тихо стоял, кто-то вспоминал Джонатана с неожиданным теплом. Молодая пара однажды сказала: «Мы тоже часто молчим, но теперь понимаем, тишина может быть наполненной». Эмма улыбнулась и ответила просто: «Главное, не забывайте любить, даже если словами трудно». А вечером она открыла новый блокнот и начала писать. «Дорогой Джонатан, теперь я тоже расскажу тебе, как было на самом деле. И как стало теперь. Гараж, когда-то наполненный тайной, стал местом, где жила любовь. Без шума, без громких слов. Только свет, бумага, фотографии. И тишина больше, чем пустота». Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.